Партнеры телепроекта «Лечебно-диагностическая клиника», Центр диагностики МРТ. Владимиру Анисимову за 60, инвалид второй группы. К многочисленным недомоганиям присоединилась и такая опасная болезнь, как остановка дыхания во время сна. Выходить плохо стал, ожирение у меня пошло. И храпеть, может, храпел, но остановок дыхания не было у меня. А тут началось даже, встану ночью, а ног-то нету, и я в батарею головой. А в Белокурихе меня поймали с балкона 4-го этажа. Пошел, видит, что храпел, остановилось дыхание, и я подался. То есть вы встали? Да, сам не помню, куда, что иду. Во сне. Человек, как мне доктора объяснили, я практически не спал уже. Более 200 раз за ночь, рассказывает Владимир Алексеевич, у него останавливалось дыхание. Спал не более 3 часов, скорее дремал. На его счастье узнал о лечебно-диагностической клинике и познакомился с Дмитрием Дуйкиным. Доктор-сомнолог посоветовал лечиться с помощью специального аппарата. Предложена СИПАП-терапия, когда прибор помогает установить постоянное положительное давление в верхних дыхательных органах человека. СИПАП-терапия, посредством которой мы будем устранять те нарушения дыхания во сне, которые у вас имеют место быть. Сейчас мы начнем с того, что мы начнем подбирать вам определенный вид маски, для того, чтобы вам было удобно и комфортно находиться в ночное время вместе с ней, и подбирать для вас комфортное давление, которое будет удобно для вас в ночное время дышать без всяких неудобств. Этот аппарат у нас состоит из увлажнителя, в который у нас заливается вода для того, чтобы воздух, который поступает через компрессор, был влажным. Состоит из шланга, через который поступает этот воздух под давлением, и, соответственно, маска. Носоротовая или носовая, кому как удобно, или у кого есть конкретные показания для этого. С 1981 года в западной медицине это совершенно стандартная практика ведения пациентов. На данный момент по степени распространенности этого заболевания в западных странах каждый 4-5 пациент старше 50-60 лет имеет у себя дома данную технику для того, чтобы ему было удобно и вольготно спать, снижая риски развития инфарктов, инсультов, гипертонических кризов, нарушения ритма и других состояний, которые бывают угрожающими в ночное время. Благодаря ассоциации сомнологов, в состав которой входит и Дмитрий Дуйкин, СИПАП-терапия с 1993 года внедряется в России. БИСК – один из 40 городов Российской Федерации, где работают специализированные лечебно-диагностические учреждения, и квалифицированные специалисты помогают пациентам с нарушением сна. Кстати, в лечебно-диагностической клинике на прием к сомнологу можно записаться по телефону 43 54 78. Одеваем мы ее по типу противогаза, то есть она должна у нас сидеть довольно-таки комфортно на лице, она должна у нас сидеть довольно-таки удобно, она должна не жать, но в то же время она должна сидеть настолько плотно, чтобы у нас не было в ночное время утечек воздуха. Таким образом мы подправляем пациенту ремешки, и подсоединяем аппаратуру к маске, после чего он делает у нас глубокий выдох. Аппаратура начинает у нас работать и подавать под определенным давлением воздух. Аппарат с маской для рта и носа частично напоминает реанимационный, когда надо нормализовать дыхание и в кровь поставлять кислород. Пациенту дается время его опробовать дома, приспособиться. Ведь есть и противопоказания к такому лечению, в основном для людей с психоневрологическими проблемами. После чего человек приходит к нам в клинику, и мы смотрим на то, как проработал аппарат. Аппарат у нас автоматический с функцией автозаписи, то есть он самостоятельно показывает, сколько и что он сделал, какое количество давления он подал, какое количество остановок дыхания он купировал, и какие были проблемы. Например, там утечка воздуха была, значит, надо более плотнее маску подобрать. Например, или же человек у нас плохо спал из-за того, что было, наоборот, сильное давление, значит, надо чуть-чуть давление. То есть через программное обеспечение доктор понимает,
что надо сделать пациенту для того, чтобы ему стало еще более комфортнее. Помощь врачей-сомнологов признают врачи и других специальностей. Можно считать прорывом в респираторной медицине. Лечение храпа, апноэ во сне, дыхательной недостаточности предупреждает инфаркты и инсульты, инвалидизацию пациентов. Аппарат помогает тебе дышать, и бодрый человек встает, и давления никакого ночного нету, ничего нету. И в туалет, как положено нормальному человеку, один раз ходишь. Вместо того, чтобы лечить уже произошедшие факты несчастных случаев, инфаркты, инсульты, нарушение ритма, инвалидизировать пациента, вставляя ему электрокардиостимуляторы, назначать ему большое количество антигипертензивных препаратов, можно уже на ранних стадиях предотвратить развитие этих патологий, не допустить того, чтобы в ночное время случились у нас сосудистые атаки, сосудистые катастрофы, которые потом требуют большого количества вложений, большого количества средств и заботы, как и от медицинского персонала, так и от пациентов в частности. Предупреждая тем самым эти заболевания, мы улучшаем не только состояние человека, но и качество его жизни. Лечебно-диагностическая клиника Мартьянова, 43. Запись по телефону 43 54 78.